Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 23 июля, сегодня решение Центробанка России по ключевой ставке. Сделаем упор на это событие и подумаем, какую же ключевую ставку, скорее всего, примет Центробанк. Конечно, в средствах массовой информации переполняется на этот счет аналитическими материалами. Давайте рассмотрим с точки зрения графиков, движений, какое решение наиболее вероятно примет Центробанк по процентной ставке и к чему это весьма вероятно приведет. Если мы перейдем к графику, какие вообще на обозримом горизонте прошлого были ставки у ЦБ, то мы с вами увидим, что в так называемые тучные нулевые годы ставка Центробанка была 6,5%. Потом, когда был кризис 2008 года, ее поднимали до 10,5%. Далее ее спускали, потом поднимали. И в конечном счете, если рассматривать весь вот этот горизонт, то получается, что средняя ставка должна находиться в диапазоне 7-8%. Поскольку главная задача, ну во всяком случае фактическая, та, которая прослеживается и может быть прочувствована на себе, действий Центробанка, это борьба с инфляцией, то есть с индексом потребительских цен, то соответственно индекс потребительских цен, график с докризисных 2008 года времен имеет следующий вид. Средняя инфляция или индекс потребительских цен за весь этот промежуток времени с 2006 года была 7,25%. Но и сейчас, разумеется, она не дотягивает до этого значения. Если проводить сравнение, вот так вот наложить друг на друга график ставки ЦБ, индекс потребительских цен и другой ключевой параметр, это индекс потребительских цен в Соединенных Штатах, то мы получаем с марта 2006 года по текущую дату вот такой вот внешний вид. Почему здесь присутствует индекс потребительских цен Соединенных Штатов? Потому что, по сути, идет экспорт инфляции из США в другие страны, и, соответственно, рост инфляции в Соединенных Штатах, он с каким-то временным лагом или сразу приводит к тому, что в других странах также начинает расти индекс потребительских цен. На текущий момент в Соединенных Штатах индекс потребительских цен вырос до уровней кризиса 2008 года, и, соответственно, там даже, по-моему, в начале 90-х годов был такой рост год к году. Просто к чему я это привожу? К тому, что для того, чтобы контролировать инфляцию, надо принимать во внимание в том числе и вот этот фактор, под него адаптироваться и заранее предпринимать действия для того, чтобы вот эта волшебная российская инфляция, она здесь, вот здесь не скаканула и не начала рост, как в 2014 году. Причем, обращаю внимание, это официальные так называемые рассчитанные данные, то есть какие показатели сюда включаются, там с каким-то временным лагом происходит пересмотр, но в целом здесь может быть гипотетически, скажем так, могут быть товары и услуги, которые либо пользуются крайне малым спросом, либо они уже давно вышли из оборота. Вот. И поэтому, конечно же, вот эти расчетные показатели, они не всегда соответствуют реальному положению дел и ощущению людей. Итак, что мы имеем? У нас сейчас идет значительный рост инфляции, индекса потребительских цен, и при этом в Соединенных Штатах она уже улетела в космос. Ну, здесь вот, исходя из этого движения, исходя из того, что главная скрепа ЦБ – это борьба с инфляцией, здесь необходимо достаточно резкое повышение ставки, как мы видим, вот исходя из этих трех графиков. То есть рост инфляции в России, потенциальный акселератор инфляции со стороны Соединенных Штатов, вот такого вот значения. И, соответственно, здесь действия должны быть предельно решительные и предельно жесткие. То есть вот я просто показываю графически, почему ЦБ увеличит весьма вероятно с точки зрения инфляционного давления на 1%. Да, сейчас муссируется информация по поводу того, какое будет увеличение на 0,5%, на 0,75%, на 1%. Но вот исходя из данных по поводу инфляции, должно быть увеличение только на 1%. Больше, чем на 1% они увеличить не могут.
потому что это может вызвать панику. Поэтому я думаю, вероятность того, что они повысят на 1%, она равняется 90%. Да, могут повысить на 0,5, могут на 0,75, руководствуясь тем, что якобы уже ограничили экспорт бензина, сейчас еще ограничим экспорт сельхозпродукции, поэтому на 0,5 можно увеличить. Но я думаю, здесь будут действовать с запасом, и именно фактор американской инфляции, он будет оказывать существенное давление на принятие решения в сторону поднятия именно на 1%. Ну а больше 1% не могут поднять, тут хаос начнется. Так, ну и далее такой интересный график, это сравнение инфляции, индекса потребительских цен и ВВП РФ. Но разумеется, эти данные год к году, то есть это не навалом ВВП. Соответственно, что у нас получается, исходя из этого графика? У нас получается, что была изначально высокая инфляция где-то 2008 год, потом 2009 год. Но при этом рост ВВП был 7-7,5%. Когда идет такой экономический рост, то, соответственно, высокая инфляция, она вообще не ощущается. Потому что возможности для развития бизнеса, заработки денег, они просто как грибы растут. Вот. И поэтому действительно, когда такая инфляция на очень сильном росте ВВП, это стимулирует рост ВВП, они друг друга дополняют, и люди ее не ощущают. Но когда начинается провал, а после 2008 года фактически, можно сказать, не было роста ВВП ощутимого, то есть все было в пределах так называемой погрешности по большей части. Хотя вот здесь нефть уже была в районе $100 за баррель и выше, и никакого роста ВВП фактически не было. Я когда-то делал на этот счет передачу, что для развивающихся стран, то есть стран, которые не производят прибавочную стоимость в ощутимом объеме, у которых низкая база, для них, для того, чтобы комфортные условия для жизни населения, для развития бизнеса были, должен быть рост 3,5% и выше. То есть здесь вот уже пошло гашение, тем более вот эти параметры, которые уже шли выше 3%, с 10 по 13-12 год, они были по отношению к низкой базе, которая была достигнута во время кризиса. То есть фактически рост ВВП и развитие успешное, оно было до кризиса 2008 года, далее началась стагнация, стагфляция, то есть когда идет фактическое неразвитие или даже просадка экономики на растущей инфляции. И поэтому с учетом того фактора, что не идет рост экономики, опять же, вот этот вот отскок, это ковидный отскок, то есть это отскок по факту вот этой просадки. И даже если рассматривать с фактической точки зрения, провал был на 12-12,5%, а отскок на 10-11%. То есть получается, даже отскок он не компенсировал этого провала, если год к году смотреть. Вот. И таким образом, если еще и растет инфляция в таких условиях, когда нет де-факто экономического роста, это приводит к тому, что обстановка становится очень непростой. Ну и таким образом, друзья, исходя из реальной динамики индекса потребительских цен, то есть инфляции в Российской Федерации, исходя из того, что растущая инфляция, она не вызывает экономический рост в РФ, она только ухудшает ситуацию. И то, что в Соединенных Штатах пошел мощнейший, просто экспоненциальный рост индекса потребительских цен, который будет экспортирован сюда, то есть здесь все карты, они указывают на то, что ЦБ сегодня на 1% поднимет ставку. И если мог бы ввинтить на 2, то ввинтил бы и на 2. Но на 2 не винтит, и более 1, потому что это может привести к панике. Но здесь возникает резонный вопрос, зачем поднимать на 1%, на 2%, когда можно поэтапно поднимать на 0,25, на 0,5. Во-первых, это действие на опережение поднятия ключевой ставки. Во-вторых, если это уже растянуть во времени, оно не вызовет никакого эффекта по сдерживанию инфляции. Так, друзья, давайте посмотрим, как решение ЦБ влияло на курс рубля, рубль-доллар. Давайте начнем текущий год. 12 февраля, 4,25, как было, так и оставили.
Так, ну это график USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Сразу говорю, я вот здесь другие факторы, там нефть и так далее не рассматриваю. Просто элементарно черный ящик смотрим, что происходит с ключевой ставкой, как это влияет на рубль-доллар. 12 февраля был сначала всплеск, потом это привело к укреплению рубля. Здесь ставку не меняли. Дальше, следующий раз, это было 19 марта, когда ставку подняли на 0,25. Так, ну смотрите, вот 19 марта здесь был небольшой откат, укрепление рубля, дальше продолжилось ослабление рубля и рост доллара. Это вот решение ЦБ увеличить ставку на 0,25%. А следующее заседание 23 апреля еще раз увеличили на 0,25%. Так, ну и вот здесь увеличение процентной ставки, оно приводит к тому, что рубль начинает укрепляться. Вот оно, 23 апреля уже пошел цикл укрепления рубля. Соответственно, ставку увеличили и пошло дальнейшее укрепление. Но на самом деле, если сравнивать исторический горизонт, то вот этот период времени с марта по начало середину июня рубль к доллару, как правило, всегда укрепляется. Но там был один выпадающий элемент, когда Дерипаски там вводили в начале апреля. Вот. Во всех остальных случаях, в большинстве, период весны, начало лета — это укрепление рубля. Так, ну и следующее, 11 июня. 11 июня здесь на 0,5% увеличили. Хоп, а здесь что-то пошло, можно сказать, не так. Здесь пошел рост доллара, ослабление рубля. Но смотрите, на самом деле здесь ничего удивительного нету. Потому что, во-первых, где-то с середины июня начинается ослабление рубля, цикл, как правило, каждый год. Это первый момент. И второй момент, покупай на ожиданиях, продавай на факте. То есть, соответственно, вот это движение, оно было с точки зрения сезонных факторов вполне обосновано. Так, друзья, ну и что касается сегодняшнего дня, какое здесь видение, какие ожидания? Ну смотрите, с учетом того, что ожидают, что ЦБ так значительно укрепит ставку на 1%, и это наиболее вероятный сценарий, исходя из того, что происходит с инфляцией, то весьма вероятно сейчас будет либо консолидация, но опять же, исходя из исторического опыта, сезонного опыта, который мы имели место сейчас посмотреть, здесь либо консолидация, либо укрепление рубля, и потом при объявлении ставки вполне логично было бы, чтобы произошло ослабление рубля, если произойдет увеличение ставки на 0,5-1%. Далее на следующей неделе оканчивается налоговый период, и, соответственно, после вторника-среды вполне можно ожидать, что начнется фаза укрепления валют к рублю. Если брать часовой таймфрейм, рубль-доллар, здесь у нас уже вырисовывается фигура, которая указывает на то, что сейчас весьма вероятно развитие укрепления доллара против рубля. Первая цель движения — это 74, и потом следующая цель 74,3. До объявления ставки, скорее всего, будет консолидация. По факту объявления ставки наиболее логично это продолжение роста доллара против рубля. Ну, кроме тех случаев, когда вдруг внезапно не начнется значительный рост нефти. Такой фактор, конечно, значительно укрепит и поддержит рубль. Почему на объявлении ставки доллар должен укрепляться? Потому что покупают на ожидании, продают на факте. Факт свершился, соответственно, фиксируют прибыль и выходит из этого инструмента. Исходя из часового таймфрейма, наиболее вероятный сценарий сейчас либо боковик, потом рост доллара, либо сразу рост доллара и потом по факту объявления ставки какой-то боковик. Соответственно, этот сценарий, он ломается, если сейчас происходит откат, и этот откат приводит к пробитию 73,5. Здесь тогда возникает просто технический момент срыва стопов, и в этой ситуации мы можем увидеть укрепление рубля сегодня, прямо сейчас или позже в течение дня, вплоть до 73,25, вот сюда вот. Такой сценарий видится мне маловероятным, скорее всего будет либо сразу рост, либо какой-то
какая-то консолидация и потом рост по факту объявления. Я думаю, такой сценарий наиболее вероятен. Друзья, спасибо за внимание. Хотел бы еще перейти к календарику, обратить внимание, что сегодня помимо такого важного события, как ставка ЦБ, индекс деловой активности PMI Германия в промсекторе, то есть фактически как Европа и Германия себя чувствуют. Ну и в 15:30 уже потом, после конференции, после решения по ставке конференции Центробанка, будет базовый индекс розничных продаж по Канаде. Ну, казалось бы, Канада небольшая страна, но здесь надо четко понимать, что Канада, она тоже достаточно завязана на нефти, и она является своего рода индикатором, какие ожидания в нефтяной сфере. Все, друзья, спасибо за внимание, хорошего дня, успешных торгов.